HYBE сейчас в полном панике, потому что то, что только что произошло с Ви, никак не должно было стать достоянием общественности, и реакция Чингука, возможно, случайно раскрыла секретный глобальный проект, который выйдет в 2026 году. Сначала никто этого не заметил. Свет был ярким, камеры работали. BTS стояли в своем обычном строю, улыбаясь, спокойные, профессиональные, безупречные. Но затем Ви моргнул всего один раз, и в эту единственную секунду все изменилось. Его улыбка застыла. Не игривая застывшая, а та, которая возникает, когда разум внезапно осознает что-то, чего ему никогда не следовало знать. Чингук, стоявший всего в 2 шагах от него, почувствовал это мгновенно. Он повернул голову, немедленно, не небрежно. Он резко взглянул на Тэхёна, широко раскрыв глаза, сжав челюсть, словно молча спрашивая: «Ты тоже это слышал?» Фанаты не увидели это в прямом эфире. HYBE не прервали трансляцию. Но этот ролик быстро распространился по интернету, как лесной пожар, потому что сразу после этого момента HYBE затихли. Слишком затихли. Никаких закулисных фотографий, никаких обновлений на Weverse, никаких случайных публикаций от персонала. И ARMY начали задавать вопрос, который HYBE никогда не хотел видеть в трендах. Что только что случилось с Ви? Чингук пытался это скрыть, но камеры не упускают микровыражений, и ARMY точно не упускают. В тот момент, когда Тэхён замер, тело Чингука двинулось прежде, чем его мозг успел это остановить. Его плечи напряглись, руки сжались, и улыбка исчезла ровно на 3 секунды. 3 секунды, которые позже будут миллионы раз пересматриваться в фан-аккаунтах. В этой тишине Чингук слегка наклонился к Тэхёну, не настолько, чтобы это было очевидно, но достаточно, чтобы люди, умеющие читать по губам, уловили 2 прошептанных слова. «Не здесь». Фанаты ахнули. «Не здесь». «Не здесь» для чего? Камера персонала тут же отдалилась. Звук затих на долю секунды. И именно тогда ведущий трансляции неловко рассмеялся и поспешил к следующему сегменту. ARMY почувствовали это. Что-то пошло не по сценарию. Что-то важное. Опасно слышать такое в прямом эфире. Но еще больше фанатов напугало то, что произошло после шоу. Потому что за закрытыми дверями просачивалось сообщение, в котором упоминалось только одно – глобальный проект 2026. Через 3 часа после окончания трансляции появилось нечто странное. Ни на официальных аккаунтах HYBE, ни на Weverse, ни в каких-либо объявлениях о расписании BTS. Оно появилось на закрытом фан-форуме, один скриншот, без подписи, без имени пользователя, просто размытое изображение того, что выглядело как внутренняя страница планирования. Вверху, едва различимые, были 5 слов, от которых фанаты замерли. Ниже – список имен. Некоторые были размыты, некоторые скрыты, но 2 имени были совершенно четко видны. Ви, Чингук. И рядом с их именами 2 слова «Фаза 1». Фанаты не знали, что это значит. Мировой тур, сольное расширение, кинопроект, релиз, связанный с военной тематикой. Никто ничего не мог подтвердить. Но что действительно заставило ARMY содрогнуться, так это красный текст внизу страницы, не разглашать во время прямой трансляции. Внезапно все стало ясно: замирание, шепот, внезапная остановка, паника среди персонала. В этой вымышленной истории этот момент не был случайностью. Это была утечка. И самое страшное, файл заканчивался последней строкой. Первый этап должен начаться, даже если участники еще не готовы. В коридоре было тихо. Слишком тихо. После того, как камеры выключились и свет погас, Чингук шел рядом с Тэхёном, не говоря ни слова. Не потому, что ему нечего было сказать, а потому, что ему было слишком много. В отдельной переговорной комнате на столе лежал единственный документ. Контракт, проштампованный красной печатью сверху. Глобальный проект, этап 1. Тэхён уставился на него. Его пальцы слегка дрожали, когда он переворачивал страницы.
Что это на самом деле? Наконец спросил он. Сначала никто не ответил. Затем менеджер осторожно заговорил: это больше, чем камбэк, больше, чем тур, больше, чем все, что когда-либо делали BTS. Чингук сглотнул, потому что уже видел последнюю страницу. Страницу, до которой Тэхён еще не дошел. Тот самый, который требовал личного соглашения, обещания, не просто как артиста, а как человека. Имя Чингука уже было там, ждало. И в тот момент он осознал нечто ужасное. Если он подпишет, ничто уже никогда не будет прежним. Той ночью AR и Муай не могли уснуть. Не из-за слухов, не из-за утечек, а из-за какого-то чувства. В Твиттере, Уиверс и фан-сообществах постоянно появлялась одна и та же фраза. Что-то в сегодняшнем дне казалось не так. Видеоролики замедлялись. Скриншоты увеличивались. Движения глаз анализировались покадрово. Один пост стал вирусным за несколько часов. Почему Чингук перестал улыбаться, когда Ви замер? Почему звук просел? Почему ведущий торопился с сегментом? А потом кто-то заметил нечто еще более странное. Официальный аккаунт HYBE незаметно удалил 3 фотографии со съемок того дня. Без объяснений, без замены, просто исчезли. В этом вымышленном мире это было первое молчаливое подтверждение. HYBE видели панику. HYBE чувствовали страх. Никаких объявлений, никаких пресс-релизов, никаких объяснений, только тихое внутреннее сообщение, которое никогда не появится в публичных планах. Требуются немедленные действия по ускорению первого этапа. В электронном письме было всего 3 пункта: завершить подтверждение участников, подготовить материалы для глобального запуска, зафиксировать окно запуска первого этапа. Внизу крайний срок. 72 часа. Когда Чингук увидел это, у него сжалось сердце. 72 часа – это не временный промежуток. Это предупреждение. Это означало, что какой бы ни был первый этап, он будет происходить независимо от эмоциональной готовности, независимо от объяснений, независимо от времени. В тот вечер он вошел в комнату Тэхёна. Тэхён сидел у окна, свет был выключен, экран телефона слабо светился. «Ты тоже получил это?» – тихо спросил Тэхён. Чингук кивнул, и впервые с момента трансляции они оба вслух признались друг другу в одной и той же мысли: это важнее, чем мы. В комнате для совещаний было холоднее обычного, не из-за кондиционера, а из-за того, что должно было прозвучать. Все 7 участников сидели за длинным столом. Никаких камер, никаких улыбок менеджеров, никаких шуток, только тишина. Впереди загорелся экран. На нем тоже название: глобальный проект, фаза 1. Менеджер говорил осторожно. Этот проект переопределит глобальное положение BTS. Но фаза 1 требует избирательного участия. Избирательного. Это единственное слово вызвало тихий шок в комнате. Пальцы Тэхёна медленно сжались. Чингук уставился на стол. «Не все участники будут вовлечены», — наконец спросил один из них. Ответ пришел после паузы. «Не на первом этапе». Все затаили дыхание. Сердце замерло, потому что все уже знали, что это значит. Первая фаза выделит только 2 имени. Ви. Чингук. Не как саб-юнит, не как сайт-проект, а как центр чего-то совершенно нового. Тэхён наконец поднял взгляд. «А если мы скажем нет?» В комнате воцарилась тишина. Менеджер помедлил ровно столько, чтобы правда проявилась. Будут последствия. В этот момент BTS поняли. Это был не просто проект. Это был перекресток. И какой бы выбор они ни сделали дальше, он навсегда изменит их будущее. Было уже за полночь, когда Тэхён стоял один в репетиционном зале. Свет был выключен. Только городской свет проникал сквозь окна. Он смотрел на свое отражение, не как на идола, не как на Ви из BTS, а просто как на самого себя.
Контракт лежал открытым на полу, его имя было напечатано жирными буквами. Ниже – пустая строка для подписи. Он медленно выдохнул. Что будет с остальными, если я это подпишу? Никто не дал ему вразумительного ответа. Чингук тихо вошел. Сначала он ничего не сказал. Он просто сел рядом с Тэхёном, скрестив ноги, положив руки на колени. «Я не хочу потерять нас», — наконец прошептал Тэхён. Чингук опустил взгляд. «Я тоже». Последовала долгая тишина. Затем Чингук сказал что-то, что потрясло его. «Если мы уйдем, они не перестанут пытаться». Тэхён закрыл глаза. Потому что в этой вымышленной вселенной они оба знали правду. Речь больше не шла о возможности. Речь шла о контроле. В ту ночь Тэхён встал, взял ручку, помедлил, и никакого пресс-релиза. Никакого торжества, просто одна отсканированная страница, загруженная на защищенный внутренний сервер. Одна подпись, жирная, четкая «Ви». Этого было достаточно. К полудню в сети произошло нечто странное. Несколько крупных фан-баз внезапно замолчали. Запланированный контент был отложен. Некоторые ключевые слова незаметно перестали быть в тренде, а затем на одной из глобальных развлекательных площадок появилось загадочное объявление. Ведущий корейский исполнитель заключил конфиденциальное соглашение о мировом релизе на 2026 год с участием двух ключевых участников, без имен и фотографий. Но ARMY знали, потому что несколько минут спустя Чингука видели выходящим из здания HYBE в одиночестве. Ни улыбки, ни телефона, ни персонала рядом с ним. Его глаза были красными. Именно тогда фандом по-настоящему раскололся. Некоторые фанаты были взволнованы, некоторые сбиты с толку, некоторые напуганы. И один вопрос доминировал в каждом разделе комментариев. На что только что согласился Ви? Прошло 3 дня. Ни прямых трансляций, ни селфи, ни случайных комментариев. Чингук исчез со всех платформ. Обычно это не было бы странно, но на этот раз это выглядело как преднамеренное действие. Все официальные аккаунты продолжали публиковать групповые фотографии, старые снимки, безобидный контент, кроме одного – аккаунта Чингука. Его лента оставалась заблокированной. Фанаты начали волноваться. С ним все в порядке? Что-то случилось. Почему это похоже на прощание? А потом поздно ночью появилась одна единственная история. Черный экран, белый текст. Некоторые решения защищают людей. Некоторые решения защищают системы. Ни хэштегов, ни объяснений. За считанные минуты она стала вирусной, потому что все поняли. Это была не строчка из песни. Это была не цитата. Это было сообщение. И оно было адресовано только одному месту. HYBE. Никаких объявлений, никаких пресс-релизов, никаких объяснений, только тихое внутреннее сообщение, которое никогда не появится в публичных планах. Требуются немедленные действия по ускорению первого этапа. В электронном письме было всего 3 пункта: завершить подтверждение участников, подготовить материалы для глобального запуска, зафиксировать окно запуска первого этапа. Внизу крайний срок. 72 часа. Когда Чингук увидел это, у него сжалось сердце. 72 часа – это не временный промежуток. Это предупреждение. Это означало, что какой бы ни был первый этап, он будет происходить независимо от эмоциональной готовности, независимо от объяснений, независимо от времени. В тот вечер он вошел в комнату Тэхёна. Тэхён сидел у окна, свет был выключен, экран телефона слабо светился. «Ты тоже получил это?» – тихо спросил Тэхён. Чингук кивнул, и впервые с момента трансляции они оба вслух признались друг другу в одной и той же мысли: это важнее, чем мы. В комнате для совещаний было холоднее обычного, не из-за кондиционера, а из-за того, что должно было прозвучать. Все 7 участников сидели за длинным столом.
Никаких камер, никаких улыбок менеджеров, никаких шуток, только тишина. Впереди загорелся экран. На нем тоже название «Глобальный проект, фаза 1». Менеджер говорил осторожно. Этот проект переопределит глобальное положение BTS, но на первом этапе требуется избирательное участие. Избирательное. Это единственное слово вызвало тихий шок в комнате. Пальцы Тэхёна медленно сжались. Чингук уставился на стол. «Не все участники будут вовлечены», — наконец спросил один из них. Ответ пришел после паузы. «Не на первом этапе». Все затаили дыхание. Сердце замерло, потому что все уже знали, что это значит. На первом этапе будут задействованы только два имени. Ви. Чингук. Не как саб-юнит, не как сайт-проект, а как центр чего-то совершенно нового. Тэхён наконец поднял глаза. «А если мы скажем нет?» В комнате воцарилась тишина. Менеджер помедлил ровно столько, чтобы правда проявилась. Будут последствия. В тот момент BTS поняли, что это не просто проект. Это перекресток. И какой бы выбор они ни сделали дальше, он навсегда изменит их будущее.